Приветствую всех на нашем канале. По многочисленным просьбам в этом видео речь пойдет о длине поводка для фидерной рыбалки. На самом деле по этому поводу есть очень много мнений, но нет какой-то однозначности и определенности. Поэтому сейчас я просто расскажу, какой длины поводки мы делаем на своих фидерных рыбалках, а вы уже решайте сами, делать так же или как-то по-своему. Ну и конечно же пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Возможно, мы сможем друг другу подсказать что-нибудь полезное. В основном речь будет идти о ловле на течении, поскольку чаще всего мы ловим именно на реках. Итак, начнем по порядку. Когда мы только приходим на водоем, то сразу же, независимо ни от чего, мы ставим поводки длиной 50 см. После этого начинаем ловить и изучаем ситуацию, которая происходит на данный момент. Если рыба начинает активно клевать и при этом хорошо засекается, то, конечно же, менять поводки нет никакого смысла. Но если, например, мы получаем поклевки, но при этом рыба часто не засекается, то поводок удлиняем на 10-20 см. После этого продолжаем ловить. Если ситуация повторяется, то удлиняем еще сантиметров на 10 и так далее. Если же наоборот, мы поклевок не видим, но когда выматываем снасть, рыба уже сидит на крючке и крючок у нее уже практически торчит из задницы, в таком случае мы поводок наоборот укорачиваем сантиметров на 10-15. И точно так же, если ситуация не изменилась, то продолжаем укорачивать еще где-то по 10 сантиметров. До тех пор, пока все будет нормально. И как ни странно, такая система часто срабатывает в положительную сторону. Так что поводковой леской советую запастись, потому как на фидерной рыбалке это самый большой расходник. Еще есть особый случай. Если вдруг начинает активно проклевываться чехонь, мы сразу же ставим длинный поводок длиной от 1 до 1,5 метров. И, конечно же, с таким длинным поводком становится не совсем комфортно ловить, но по чехоне это работает 100%. А если еще на крючок добавить шарик пенопласта, то это вообще бомба. Теперь пару слов о ночной фидерной рыбалке. Если мы решаем ловить ночью, то сразу же с наступлением темноты ставим короткие поводки длиной 20-30 см и вяжем их на толстой леске с диаметром не менее 0,18 мм. Потому как в ночное время в основном ловится крупная донная рыба и крючок должен находиться максимально около дна. На протяжении всей ночной рыбалки длина поводка остается неизменной. Что же касается рыбалки на стоячем водоеме, то мы в принципе делаем все по той же схеме, только стартуем с более короткого поводка, длина которого около 30 см. И как правило, на протяжении всей рыболовной сессии длину поводка мы не меняем. В общем, получается, что у нас на стоячем водоеме немного меньше мороки с поводками, чем на течении. Это все, что я хотел рассказать о длине фидерных поводков. Спасибо за внимание. До новых встреч! Постойте, ну вот куда вы уходите, куда? Ведь у нас на канале еще так много всего интересного. Поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. А также задавайте вопросы, пишите комментарии и ставьте лайки.